Здравствуйте, мои любимые, здравствуйте, мои дорогие. Я снова с вами, ваша Елена, на нашем Таро-канале Таро Мания Подсказка судьбы. Итак, сегодняшний расклад на тему «Как изменится моя судьба». Давайте посмотрим в ближайшее время, какие события повлияют на вас, что произойдет в вашей жизни и, конечно же, какие перемены внесет это событие или эти события. Итак, сейчас думайте только о себе. Не нужно загадывать партнеров, не нужно загадывать людей, которые, может быть, влияют на вашу жизнь. Сейчас просто подумайте о себе. Мы посмотрим, что притягивает ваша энергетика, какие события. Мы будем читать поток. В ближайшее время я буду рассматривать, это месяц, да, в течение месяца. То есть у кого-то 10 дней, у кого-то неделя, у кого-то месяц. Ну что? Давайте начнем с вашей характеристики и посмотрим, в какой энергии вы сейчас, что вас окружает, чтобы вы вообще понимали, ваш ли это расклад, стоит ли его смотреть, или, может быть, переждать, да? Переждать время и дождаться, когда же все-таки выйдет именно ваша ситуация. Ну, посмотрим. Хотя, если вы попали на этот расклад, значит, вас здесь что-то ждет. Может быть, подсказка, может быть, совет. Ну что, поехали. Вы здесь и сейчас. Давайте найдем вашу карту бланку. Посмотрим, что за королева вы у меня здесь. Какая королева вы у меня, в какой энергии. Угу. Ну, куда же вы у меня спрятались, девочки мои хорошие, любимые, выходите. Скрываем, что-то не договариваем, разобраться в себе не можете. Но что здесь? Здесь явно королева мечей говорит о том, что на самом деле анализируете ситуацию. Здесь вы пересматриваете многие сферы вашей жизни. Многие. Здесь я сразу могу сказать, что здесь касается, может быть, на самом деле и работы, и финансов, и вообще статуса. Кто-то, может быть, в статусе императрицы решил на самом деле, может быть, избавиться от этого статуса, изменить, да. А кто-то, наоборот, мечтает об этом статусе. Да, хотите перемен, но хотите, чтобы эти перемены были по справедливости. Посмотрите, сейчас у вас очень много здесь старших арканов. То есть в вашей жизни на самом деле происходит, может быть, такой переломный момент. То есть смотрите, справедливость. Я хочу уже получить вознаграждение. Я хочу уже на самом деле получить именно то, за что я боролась, к чему я стремилась, что я хотела. Я хочу обнулиться, я хочу оставить какие-то проблемы. Я устал. Здесь человек устал, если честно, да. Может быть, бороться с неудачами, выходить постоянно из каких-то проблем, да, решать эти проблемы. Здесь как будто все взвалено именно на вас. То есть независимо от того, в паре вы, не в паре вы, ну, понимаете, как будто вот вы все взвалили на свои плечи и тащите все сама. 20-й старший аркан говорит о том, что все-таки, да, это страшный суд. Это то, что я решаю какие-то кармические вопросы в своей жизни. Но уже хочу счастья, хочу исполнения желаний, хочу стабильности в работе, в отношениях, в семье. Здесь однозначно, да, однозначно хотите найти в первую очередь золотую середину. Это то, что вас будет устраивать, то, что вам будет приносить удовлетворение. Но вы пока как будто бы анализируете, королева мечей. То есть уступать я больше не буду. Кто-то, видите, смотрите, вот в этой всей ситуации здесь нет кубковой масти. Здесь есть десятка кубков. То есть, но она почему-то в прошлом, да. То есть у кого-то здесь брак был. У кого-то, может быть, и сейчас есть брак, но, понимаете, вы сейчас обдумываете, нужен ли вам вообще этот брак. А у кого-то уже есть опыт брачный, но после развода, скорее всего, длительное время вы были одиноки и не могли встретить именно подходящего партнера. Именно подходящего партнера. И здесь идет осознание, почему так, что я делаю не так, что я не доделываю, может быть, да, почему мне не везет. Но не обязательно, что вы ничего не доделываете, да, или что-то вы неправильно делаете. Иногда бывает период в жизни, здесь около 8 лет у человека, бывает такой период в жизни, что нужно, может быть, найти себя в первую очередь.
То есть не обязательно быть в партнерстве, не обязательно зависеть от кого-то. Иногда нужно попытаться самостоятельно продвинуться в этой жизни. Но, скорее всего, по императрице, вы знаете, многого вы уже добились. А кто-то стал своим бизнесом заниматься, работать на себя. Кто-то самостоятельно поднял детишек, кто-то самостоятельно решил какие-то свои проблемы. То есть я говорю, здесь взвалили на вас, взвалили и немало. И немало. И вот сейчас бы хотелось уже исполнить свои мечты. Хотелось бы изменить ситуацию. Что у вас в прошлом? Да, в прошлом здесь у кого-то брак. Здесь был брак, скорее всего, или же совместное проживание, или какие-то стабильные отношения. То есть, вот смотрите, если у вас в прошлом не было длительных отношений, ну, например, там вам лет 20, да, к примеру, 25, и вы еще не имели опыта совместного проживания. То есть, брак для Таро не обязательно официальное оформление документов. Когда вы живете под одной крышей, для Таро это уже брачные отношения. То есть, здесь уже был опыт совместного проживания, но здесь однозначно что-то не сложилось. То ли мужчина как-то себя не оправдал, то ли не вкладывался, то ли переложил всю ответственность на вас. Ну да, здесь мужчина по пажу. То есть вы надеялись на то, что мужчина будет проявляться как мужчина, это для вас будет опора, а мужчина наоборот здесь накосячил, как говорится, переложил на вас всю ответственность, и здесь могло быть осознание лучше одной, чем вот с таким, да, то есть и так себя тяну, и детей тяну, да еще и его, скорее всего, вы здесь избавились от этого. Ну да, здесь, понимаете, устали ждать, устали, как говорится, все на себя взваливать, и здесь человек однозначно решил улучшить свою жизнь. У кого-то может, наоборот, предательство проиграться, то есть мужчина мог на самом деле на стороне там, как говорится, завести интрижку, вам это не понравилось, ну, естественно. Но явно сейчас вы как будто бы, знаете, все эмоции, все чувства, вы их, скорее всего, приземлили, вы их охладили. Вы не живете сейчас чувствами. Вы очень рационально, очень продуманная, да, вы на самом деле не доверяете, скорее всего. Ну почему? Потому что в прошлом уже доверились по десятке кубков, да, расплылась и, как говорится, потом за это же расплатилась. Но ничего, у всех в жизни бывают испытания, да, ничего. Были же какие-то приятные моменты. Ну, нужно смотреть более позитивно в прошлое тоже. То есть какие-то же моменты были для вас счастливыми, что-то вы на самом деле в жизни получили, но не сложилось, не срослось, что ж теперь отпустите эту ситуацию, значит, она себя исчерпала. То есть здесь как будто бы человек, вот знаете, разочаровался в противоположном поле. Ну ладно, давайте смотреть все-таки, да. Если с вами это проигрывается, смотрим дальше. Хотя желание есть все-таки, да, опять вступить в брак или найти подходящую пару, да, или на самом деле кому-то уже довериться. Но пока вы осторожничаете. Осторожничаете, не доверяете и пытаетесь как бы все проанализировать. Живете головой, не эмоциями. Так, смотрим, тема расклада. События ближайшего будущего. Максимум месяц мы рассматриваем. У кого-то это может проиграться завтра, послезавтра, у кого-то через 10 дней, а у кого-то в течение 30 дней. Какие события будут, которые изменят вашу судьбу? Ну что, начинаем. Но смотрите, если у вас есть тут на примете мужчина, я вам сразу могу сказать, что с ним будет какой-то конфликт в ближайшее время. То есть то, что предлагать вам будет мужчина, вы будете очень тщательно обдумывать. Почему? Потому что для вас это будет не совсем верный выбор. Может быть, мужчина вам будет предлагать вступить с ним в треугольник. То есть стать его любовницей. Почему? Потому что король кубков и королева кубков очень часто проигрывается. Давай по-легкому, давай там наслаждаться чувствами и эмоциями, но при этом я ничего делать не буду, да, то есть, ну, в принципе, тебя устраивает удовлетворить свои потребности, меня тоже, да, то есть для группы здоровья. У кого-то здесь может быть на самом деле проявление того, что если вы в конфликте уже с таким человеком, и вы пытаетесь надавить на него, чтобы он все-таки, да, что-то решил в вашу сторону, может быть, взял ответственность, может быть, еще что-то, ну, как бы, знаете, дал вам уже прочность. Вот здесь, скорее всего, появится новость. Новость, которая вам понравится, это успех. Это то, что, в принципе, вас взбодрит.
это выведет вас из одиночества, да. Ну, а у кого нет партнера, да, здесь он появится, но почему-то по тройке мечей вы будете его подозревать. Нужно, не нужно, что-то будет недоговаривать, что-то будет недоделывать, как-то будет, знаете, много воды лить, и вас это будет настораживать. Вы будете отстраняться. То есть, смотрите, у меня таких подарков уже хватало в жизни. Дай-ка я понаблюдаю за ситуацией. Да, здесь у кого-то новый партнер появится или человек с каким-то предложением, с новым предложением. Да, но здесь больше, понимаете, любовная связь. Вот чисто для группы здоровья. Почему? Потому что обычно медведь у нас проигрывается как любовник. То есть мужчина конкретно, да, у нас идет. Но если бы у нас не было ребенка, я бы вам сказала, возможно, на него можно опереться, если были бы какие-то стабильные карты. А так как ребенок, это значит у нас легко и просто, да, как-то наивно, человек влетает в вашу жизнь незрело, да, и, как говорится, предлагает вам то, что, в принципе, возможно, вас не очень обрадует. Почему? Потому что я вижу здесь коса. А коса — это всегда, знаете, настороженность, внезапность, какая-то ситуация, которая, с одной стороны, вам и нравится, а с другой стороны, ну, вы не можете понять, нужно ли оно вам. Знакомство может быть или на тусовке какой-то, да, или в обществе, или же в интернете, соцсети, да, 20-й дом, сад — это встречи, общество, где люди встречаются, обмениваются интересами, где, может быть, вы просто пойдете встретиться с подругой, познакомитесь с этим человеком. Но вам он покажется несерьезным. Несерьезным. Вот у меня две карты, которые говорят о том, что вас он как-то чем-то будет отталкивать. И вы будете осторожничать. Во-первых, какая-то наивность. Во-вторых, понимаете, много воды. Вот прям много воды. То есть прям сразу и в любви будет признаваться, и будет сразу как-то, знаете, планы строить на будущее. И вас это насторожит. То есть уже нахлебались, как говорится, уже нахлебались. Но я хочу посмотреть все-таки. Что еще? Кстати, если у вас здесь с бывшим, ну или с партнером, да, ссора, и вы расстались, вот здесь проявление его. Его появление, его проявление, его какие-то действия в вашу сторону. Встреча, кстати, возможно. Но пока я не вижу, что мужчина вам тут предлагает что-то прям такое, знаете, перспективное. Но давайте все-таки посмотрим, да? С чем ты идешь-то? С чем ты идешь? Король кубков ты наш. Ну, видите, паж кубков, опять по-детски как-то он у нас, да, по-пажовски, вот и ребенок об этом говорит. Опять по влюбленным это какой-то выбор, это какая-то двойственность, то хочу, то не хочу. У кого-то явно треугольник. Девочки, будьте осторожны, если это новый партнер, будьте осторожны, если вам треугольники не нужны, то просто-напросто, ну, узнайте, информацию соберите. Соберите информацию, почему? Потому что мужчина здесь может скрывать ситуацию. Да, девочки, ну идет с чем он? Да ни с чем буквально. Предложить ему явно нечего. Если бывший соскучился, плохо ему без вас, тоскует, нехватка ему вашего внимания. Если новый партнер, да, тут явно по пятерке пентаклей, единственное, что он может вам предложить, это встречи. Редкие встречи, ну, может быть, да, несерьезные. Много будет разговоров. Вы его узнаете. Почему? Потому что вы сразу поймете, кто этот человек. Много разговоров, много обещаний, ничего путного. Да, девочки, манипулятор. Манипулировать будет он здесь. Манипулировать явно здесь мужчина будет и ситуацией, и обстоятельствами. И, кстати, да, будет на самом деле пытаться как-то расположить вас к себе. Ну, хорошо, давайте смотреть дальше. Еще что произойдет? Но вы здесь по отшельнику, между прочим, очень мудро поступите. Вы, как говорится, не расплыветесь ни в комплиментах, ни в том, что мужчина там вам будет обещать, нет. Вы очень трезво будете смотреть на ситуацию. Но, скорее всего, видите, ваша королева мечей, она вам поможет в этой ситуации. Ладно, давайте посмотрим дальше, что еще будет происходить в вашей жизни. Так, прояснение. Дьявол. Угу. Умеренность.
Так, если у кого-то здесь в работе была ситуация немножко, знаете, такая напряженная, то есть зависимость от каких-то обстоятельств, возможно, вы не могли прояснить что-то, да, то есть не договаривал вам начальник, или застой был в бизнесе, к примеру, да, вот здесь я вам сразу говорю, ситуация стабилизируется. Вы здесь найдете как будто выход из этой ситуации, и вы успокоитесь по умеренности, найдете возможность все-таки как-то вот обрести какую-то прочность. То есть вот смотрите, да, в лабиринте по дьяволу я зависима от того, что что-то меняется. Может быть вообще глобальные перемены, которые влияют на вашу работу. Вас это очень сильно тревожит. То есть по двойке мечей это страхи. Я боюсь перемен, я не хочу перемен. Может быть там, где вы работаете, на самом деле меняется правительство, хотел сказать, руководство, да, меняется руководство, может, правила меняются, и вам это не нравится. Почему? Потому что вы не знаете, что вам ждать. Вот в ближайшее время здесь все проясняется, наконец проясняется, и, между прочим, это для вас будет даже очень выгодно, то есть перемены вам будут по душе, поэтому не переживайте, не накручивайте себя. Здесь явно что-то изменится, но в лучшую для вас сторону. Если у вас, например, был застой в бизнесе, здесь, возможно, вы примете какое-то решение, которое улучшит вашу ситуацию, и вы будете уже более спокойно находиться в этом состоянии. Да? Здесь вы закроете дверь именно в переживания, именно в то, что не давало вам покоя. Ладно, давайте посмотрим на Ленорман. Угу. Ну да, посмотрите, хорошие карты. Если кто переживал из-за денег, например, что вам там не доплатят или не заплатят, или вы, кстати, для соискателей, кто ищет работу, вы здесь найдете очень хорошую работу. Да, и может быть даже не одну. Даже не одну. Еще посмотрите, карта кости, да, и лабиринт. Лабиринт то же самое, что и туз мечей в 78 дверей. То есть это когда мы блуждаем по какому-то лабиринту, и мы не знаем, куда нам идти. У кого-то, возможно, будет предложение. Два предложения, где вы будете определяться и выбирать, какое вам выбрать, что вам выбрать, какой вам будет по душе. Имейте в виду, что вы сделаете очень правильный выбор. Вас как будто бы сами высшие силы выведут именно туда, где вам нужно быть. Здесь будет на самом деле еще какая-то новая возможность. Может быть, у вас есть уже работа, и вам предложат подработку. Например, чтобы увеличить ваши финансы, да, чтобы на самом деле как-то подзаработать. И вы будете думать, нужно вам, не нужно вам. Кто-то будет, может, сокращать свой бизнес. То есть, понимаете, здесь будет принято какое-то решение, но решение будет вам во благо. Поэтому не переживайте, вы очень мудро примете это решение. Очень мудро. Вы как будто обойдете какие-то осложнения. Так, хорошо. По работе здесь разъяснение ситуации. Кстати, у кого-то повышение заработной платы, и вы прям будете довольны этому. Если вы переживали, например, подымут вам зарплату, не подымут, выпишут ли вам премию, не выпишут, выпишут. Да, здесь вы добьетесь своего. Здесь явное исполнение желаний. Между прочим, 30-й дом — это, в принципе, гармония, когда я испытываю себя, знаете, в таком спокойствии, в душевном спокойствии. И вот умеренность. Хорошо, что еще у нас тут произойдет? Что еще будет важного? Угу. Угу. Так, будьте осторожны. Почему? Потому что здесь может быть предложение, которое может на самом деле вас просто-напросто загнать в тупик. То есть, смотрите, по интернету особенно не вкладывайте деньги в сомнительные организации. Или если вам там предлагают, да, по интернету, вложи туда, получишь там в 10 раз больше, здесь будет обман. То есть не нужно тратить свои ресурсы и не нужно соглашаться на какие-то сомнительные предложения. Почему? Потому что вляпаетесь, потом будет тяжело из этого выкарабкиваться. Еще, если у вас, например, просят взаймы, то есть кто-то из родственников, может быть, даже из друзей, попросит у вас деньги взаймы,
Ну, я бы не советовала. Не советовала давать. Почему? Потому что возвращать будет тяжело. Здесь еще одна ситуация. Понимаете, по шестерочке мечей говорится о том, вообще шестерка мечей — это прогресс, это озарение, да? Это когда мы из тяжелой ситуации, мы выходим как бы налегке. Вот здесь будет какой-то соблазн по поводу того, чтобы очень быстро решить какие-то свои проблемы. Не ввязывайтесь. Почему? Потому что обманете и себя, и, как говорится, да, потеряете потом еще какие-то ресурсы. Не стоит. Запутанная ситуация. Почему? Потому что много сил уйдет. А ситуация как была запутанная, но из нее еще проблема в чем? Что из нее будет очень тяжело выкарабкаться. То есть вы войдете, а выход сгорит. То есть это, знаете, как затянуло. Вот бывают такие пирамиды, например, там вложить сегодня одну цифру денег, да, завтра другую, и вот так до бесконечности. То есть не надо вкладывать деньги в какие-то сомнительные организации. То есть вот этого делать здесь не стоит. Особенно если это интернет, если вам звонят по телефону там карту проверить или еще что-то, никаких своих данных. Не забываем, кстати, у нас черная луна, да, по-моему, в раке. Я не помню в какой, но она сейчас у нас достаточно в таком знаке, что обман за обманом. Да, вот смотрите, здесь карта у нас женщины, а именно карта бланка женщины, говорящей о наивности, о незрелости, да, о доверии. Это когда женщина доверяет. То есть у нас здесь в Ленормане есть две карты бланки. Одна мудрая женщина, другая наивная, которая очень быстро доверяет, да, может быть, каким-то обещаниям. Вот вам этого не стоит делать в это время. Да, по Луне попадетесь. Не поддавайтесь чувствам, да, а на самом деле проверяйте информацию. Почему? Потому что повлиять это может быть, ну, может повлиять эта ситуация на длительный срок. То есть вляпаетесь во что-то. Да, здесь обман, не стоит. Нет, не стоит. Это не то, что вам будут обещать. Вам обещают клевер, на самом деле будут птицы, да еще и совы. А это все-таки то, что заставит вас волноваться. Вы надеетесь на счастье, на какое-то получение, да, результата. На самом деле получите только, как говорится, переживания, стресс и так далее. Короче, здесь кто-то захочет вас обмануть, пообещав вам очень быстро выскочить из какой-то тяжелой затруднительной ситуации. Ну что, давайте еще одно событие прочитаем, посмотрим еще, будет ли какое-то предупреждение или нет. Так, четверка мечей. Так. Угу. Угу. Но вы знаете, я не вижу здесь прям такого прям конкретного как события, я вижу просто проработку себя. То есть мысли у вас тут поменяются. У вас мысли поменяются, вы поймете, да, где воздушные замки, где обещания, где пустые, может быть, ситуации, в которые не стоит вкладываться, а где стабильность. То, что принесет вам стабильность, кто принесет вам стабильность, да, и вообще какой человек как себя ведет. То есть вы научитесь различать. Вы научитесь различать. Здесь у вас будет какая-то трансформация. Трансформация, которая поможет вам просто-напросто интуитивно понимать, что от вас хотят люди. Что от вас хотят люди. Вы знаете, здесь еще что может проиграться вот в этот месяц, да, ну вот если вы загадали на месяц. Если вы раньше откладывали, может быть, какую-то покупку, желаемое, что-то вот вы хотели купить, например, да, вот хотели купить, хотели прям всей душой, прям вот мечтали постоянно об этом, может быть, там съездить куда-то, да, но у вас все денег не было. Вы знаете, вы здесь найдете деньги. Вы найдете деньги на исполнение вашей какой-то мечты. Вы найдете возможность получить то, о чем вы давно мечтали. И, между прочим, вы осуществите. Кстати, вы можете в ближайший месяц осуществить какую-то свою мечту. Давайте еще посмотрим. Да, были препятствия. Вот смотрите, хотела изменений, хотела перемен, хотела, может быть, да, перейти на какой-то новый уровень, новый этап, да, но здесь были горы. Горы — это трудности, это блоки,
это препятствие, это то, что не получалось. Вот здесь, наконец, дороги откроются. Да, смотрите, здесь у кого-то на самом деле, прям смотрите, туз пентаклей, карта дерева. Вы знаете, вы тут получаете то ли финансовые какие-то возможности, то ли какую-то прочность. То есть у кого-то может появиться партнер, к примеру, да, для длительных отношений. У кого-то может появиться друг, знакомый, который будет для вас опорой, да, и которому вы будете доверять. У кого-то на самом деле появится поддержка, может быть, людей. То есть вы можете поменять ваше окружение, которое даст вам возможность, ну, здесь, да, партнерство, даст возможность продвинуться в новом направлении. Здесь у вас люди появятся вокруг вас, которые будут вас вдохновлять, которые будут вас поддерживать и которые дадут вам на самом деле руку помощи. У кого-то это может быть в личной жизни, у кого-то в кругу друзей, а у кого-то на самом деле, да, и коллеги или партнерство, связь какая-то. Почему? Потому что кольцо — это связь, это договора, это соединение, это обязательство с кем-то или отношения, да. Ну да, здесь как будто бы, знаете, вот у вас, я вам сказала, вот смерть, да, и вот гроб, да, это тоже некая трансформация, окончание чего-то и начало чего-то нового. То есть завершили что-то, начали по-новому, да, то есть то, что на самом деле раньше вас очень сильно увлекало. Кстати, вы здесь, возможно, вообще что-то из своей жизни уберете, что вам не нужно. То есть если раньше вы вкладывались в это, боролись за это, то сейчас вы на самом деле просто-напросто откажетесь. И, между прочим, это даст вам возможность выйти из каких-то рамок, из каких-то ограничений. Кто-то выйдет из какой-то изоляции, самоизоляции, когда вы закрывались. А почему? Потому что теперь вы можете доверять. Ну, неплохой здесь расклад. Давайте посмотрим все-таки совет вам, ну или итог, да, всей этой ситуации. К чему вас это все приведет? Ну, посмотрим, что вам карты скажут. Понятно. Смотрите, то, что вы занимаете позицию сейчас королевы мечей, в принципе, мы это видели в самом начале, в принципе, позиция правильная. Почему? Потому что именно переосмысление и неторопливость, да, то есть это когда мы вступаем в какую-то ситуацию не на эмоциях, а когда мы сначала анализируем, потом соглашаемся, даст вам возможность избежать очень много ситуаций, которые, в принципе, между прочим, могли бы вас разрушить, да, это могли быть разочарования, это может быть обиды и так далее. То есть благодаря вот этой позиции вы себя оградили, вы делаете правильно. И вот она, девяточка жезлов. Но единственное, о чем говорит здесь, ну, в принципе, как бы совет, да, не переусердствуйте, слишком не закрывайтесь. Почему? Потому что на самом деле, если вы будете постоянно испытывать, почему мы закрываемся? Потому что мы боимся, это страх наш, да, который заставляет нас на самом деле осторожничать. Но если вы слишком дадите волю страху, вы можете в нем раствориться. То есть вы можете потом просто-напросто шарахаться от любого шороха, да, и любого человека рассматривать как врага. Поэтому вот в этой ситуации, видите, король мечей, то есть все равно подпускайте людей к себе, пытайтесь взаимодействовать, пытайтесь открываться. Просто делайте это осторожно, но не ограничивайте себя в знакомствах, в общении, в том, чтобы завести новых друзей. То есть не изолируйте себя полностью. Вот вам совет. Ну что, удачи вам, всего вам самого хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписываться на этот канал. Я, как всегда, с вами, ваша Елена. Мы обязательно встретимся в новых видео. Пока-пока!